Красная пыль Ботсваны не знает жалости к слабым, не прощает ошибок и не ведает сострадания. В этом суровом мире, где бесконечные просторы центральной саванны принадлежат прайдам львов, хищным гиенам, быстрым гепардам и стаям диких собак, маленькому щенку не полагалось ни единого шанса на выживание. В дикой природе закон прост и беспощаден. Тот, кто не может бежать, становится добычей. А эта малышка не просто не могла бежать. Ее судьба переломилась в один трагический миг вместе с собственным позвоночником. Никто и никогда не узнает, что именно произошло с ней в той глубокой глуши. Возможно, на непыльной грунтовке ее зацепил бампер проезжавшего сафари-джипа, водитель которого даже не заметил крошечное живое существо в сухой траве. Возможно, на нее пытался напасть крупный хищник, но по какой-то причине бросил свою жертву, успев нанести один смертоносный удар. А может быть, она неудачно сорвалась с каменистого уступа, когда пыталась найти хоть каплю воды в пересохшем русле реки. Результат был один. Ужасная, ослепляющая боль, от которой темнело в глазах, за которой последовала полная, пугающая тишина в нижней половине тела. Задние лапки превратились в бесполезный, нечувствительный груз, тяжело волочившийся сзади. В условиях африканской саванны такой диагноз означает лишь одно — скорую и мучительную смерть под палящим солнцем в зубах стервятников. Но у этой маленькой безымянной собаки оказалось кое-что, что не поддается никаким законам биологии или сухой логике выживания. В ее тайне теле билось сердце настоящего исполина и жила несокрушимая, фанатичная, почти безумная воля к жизни. Когда первый шок от травмы немного отступил, щенок не остался лежать под сухим кустом акации в ожидании неизбежного конца. Движимая глухим, чистым и древним инстинктом, она поползла. У нее не было карты, не было понимания, где она находится, но был запах, едва уловимый, витающий где-то на грани восприятия тонкий аромат дыма, бензина и человеческого жилья. Она верила, что там, где есть люди, есть спасение от этой адской боли. И начался великий нечеловеческий марафон. Малышка опиралась на крошечные передние лапы, забивала когти в раскаленный песок, сдирала подушечки до крови и упорно тянула за собой все тело. Каждое движение прошивало спину вспышками боли, но она двигалась вперед. Никто не сможет посчитать, сколько дней или недель длился этот путь через ад. Время потеряло всякий смысл. День сменялся испепеляющим зноем, когда солнце Ботсваны выжигало остатки влаги из воздуха, а сухая Эр нагревалась так, что к ней невозможно было прикоснуться. В эти часы собака пряталась в редкой тени колючих кустарников, тяжело дыша и уткнувшись носом в пыль. Ночь приносила леденящий пронзительный холод и страшные звуки ночной охоты. Совсем рядом, буквально в десятках метров от нее, ходили гиены, чьи жуткие хохочущие звуки разносились по саванне, пробегая дрожью по истощенному телу. Мимо проходили стада слонов, чьи тяжелые стопы могли раздавить ее за долю секунды. Но сухие кусты, невидимая защита и невероятное, почти мистическое везение прятали маленькую путешественницу. Каждый метр давался с боем. Острые африканские колючки впивались в грудь. Сухая земля стерла кратер кожи на животе до сплошных ссадин, но извилистая полоса на песке становилась все длиннее и длиннее. Она преодолела мили африканской пустыни, оставляя за собой лишь длинную извилистую нить в пыли и непреклонную надежду. Чудо произошло на самой границе защищенного заповедника, в самом сердце Ботсваны. Это место было настоящим оазисом среди дикой природы, где егеря, ученые и волонтеры со всего мира боролись за сохранение редких видов животных.
В тот период на территории заповедника работала съемочная группа и исследователи, изучавшие поведение африканских слонов. Первой нечто странное на пыльной грунтовой дороге возле въезда на станцию заметила девушка-блогер, приехавшая снимать документальный проект. В полуденном мареве, когда даже птицы затихают от невыносимого жара, в сухой траве у края дороги что-то едва заметно шевелилось. Девушка сначала подумала, что это раненый детеныш дикой гиеновидной собаки или травмированный шакал. Она подняла камеру с длинным фокусным объективом, присмотрелась и буквально замерла, забыв, как дышать. На нее через линзу смотрели два больших, испуганных, но невероятно осмысленных и глубоких глаза. Это была обычная домашняя собака. Истощенная, покрытая толстым слоем красной пыли, она ползла прямо к людям, выбиваясь из последних сил и теряя сознание от обезвоживания. «Помогите! Быстрее! Скорее сюда!» — закричала девушка на весь лагерь, бросаясь прямо в пыль навстречу судорожно ползущему щенку. Когда сотрудники заповедника и ветеринары выбежали на ее крик, они просто онемели от увиденного. Перед ними лежало крошечное существо, состоящее из одних только костей и спутанной шерсти. Ее задние лапы бессильно висели, а передние лапки все еще продолжали совершать механические, скребущие движения по песку. Даже теряя сознание и уходя в небытие, щенок все равно продолжал двигаться к людям. Мужчины, ветераны Африканской службы охраны природы, видевшие за свою жизнь немало жестокости и боли, не могли скрыть слез. Пройти через территорию, кишащую самыми опасными хищниками континента, с парализованной спиной, без воды и еды, преодолев десятки километров, это не поддавалось никакому логическому объяснению. Это была чистая победа духа над смертью. Собаку мгновенно и очень бережно подхватили на руки, укутали в прохладную влажную ткань и на максимальной скорости повезли в ближайшую специализированную ветеринарную клинику. Каждая кочка на дороге отзывалась эхом в сердцах спасателей. Они боялись, что малышка не доедет живой. В клинике врач немедленно начал интенсивную терапию. Капельницы с физраствором, обезболивающие, обработка многочисленных ран и пролежней на животе. Первичный рентгеновский снимок подтвердил самые страшные опасения. Позвоночник щенка был сломан, спинной мозг поврежден, из-за чего вся задняя часть тела оказалась полностью парализована. Врач прямо сказал: ситуация критическая, и восстановить анатомическую целостность может только сложнейшая и дорогостоящая хирургическая операция на позвоночнике. Однако делать операцию прямо сейчас было равносильно смертному приговору. Организму маленькой героини не хватало сил даже на то, чтобы просто поддерживать температуру тела. Ее сердце работало на пределе, и наркоз она бы просто не пережила. Ветеринар принял решение. Сначала собака должна восстановиться, набрать вес, окрепнуть и набраться сил. С этого момента вокруг щенка развернулась настоящая масштабная спасательная операция, к которой подключились сотни неравнодушных людей по всему миру. Блогер, первый увидавшая собаку, выложила ее историю в сеть, и новость об африканской собаке с железной волей мгновенно облетела интернет. Люди со всех уголков планеты стали присылать средства на лечение, медикаменты и слова поддержки. В самой клинике возле бокса малышки установили круглосуточное дежурство. Волонтеры сменяли друг друга, чтобы собачка ни на минуту не оставалась одна. Ей обустроили самый мягкий и ортопедический слой подстилок, тщательно подбирали диетическое питание, делали легкий массаж и постоянно гладили, даря то самое тепло, ради которого она ползла через пыльную саванну. Но больше всего врачей и волонтеров поразило вовсе не то, как быстро восстанавливалось ее тело, а ее ментальное состояние. Перенеся адскую боль, голод, страх и одиночество в дикой природе, собака не озлобилась и не замкнулась в себе.
В ее глазах не было ни капли агрессии или страха перед людьми. Стоило кому-то из заботящихся о ней волонтеров просто открыть дверь в комнату, как ее хвостик, единственный подвижный элемент в задней части, начинал радостно и отчаянно вилять. Собака искренне полюбила всех вокруг и проявляла невероятную благодарность за каждый кусочек еды и каждое прикосновение. А самое удивительное происходило во время ежедневных прогулок на специальном мягком газоне во дворе клиники. Не дожидаясь сложной операции, не обращая внимания на недействующие лапки и слабость, эта маленькая героиня упорно изо всех сил пыталась вставать. Она опиралась на свои уже окрепшие передние лапы, напрягала мышцы шеи и спины, подтягивала тело и пыталась сделать первые самостоятельные шаги. Она падала, поднималась снова, забавно перебирала передними лапками и гордо смотрела на людей, словно говоря: «Смотрите, я могу, я буду ходить». Волонтеры и ветеринары смотрят на ее успехи с огромным оптимизмом. Шансы на полное восстановление после предстоящей операции оцениваются как очень высокие, благодаря ее невероятному молодому организму и фантастическому жажду жизни. Врачи готовили ее к хирургическому вмешательству шаг за шагом, тщательно отслеживая все показатели крови и укрепляя мышечный корсет. Но даже если случится так, что оперативное вмешательство не сможет полностью вернуть чувствительность задним лапкам, ее судьба все равно решена. Она никогда больше не будет одинока и беспомощна. Для нее уже заказали и спроектировали специальную яркую инвалидную коляску для собак, сделанную по индивидуальным мерам. На этой коляске малышка сможет бегать, прыгать, исследовать мир и носиться по зеленым лужайкам ничуть не медленнее своих здоровых сородичей. История этой маленькой собаки стала настоящим символом надежды, мужества и нечеловеческой силы духа для тысяч людей по всему миру. Она доказала, что даже когда весь мир против тебя, когда тело сломано, а вокруг простирается смертоносная пустыня, полная хищников, сдаваться нельзя ни при каких обстоятельствах. Если в сердце горит огонь желания жить, любовь и надежда обязательно приведут тебя к тем, кто протянет руку помощи. Маленькая ползущая собака из Ботсваны прошла свой самый страшный путь. И теперь впереди ее ждет только длинная, счастливая и полная любви жизнь, в которой она обязательно научится бегать снова.